Всем привет, это я, Аленчик. Очень рада вас видеть у себя на канале. Привет всем, кто дизайнеры, кто любит шить, всем швеечкам привет! И сегодня у нас тема шторные лайфхаки, так что если вам интересно, поехали! После того, как я выпустила видео «Шторы без карнизов», вы, мои дорогие подписчики, подкинули мне еще пару идей, и сейчас я их покажу. Как вы помните, на глухие створки я клеила липучку с помощью клеевого пистолета. Вы же мне предложили вообще другую версию, более легкую. То есть у кого нет пистолета, могут воспользоваться этой идеей. Существует липучка уже с клеевой основой. Вам остается снять защитный слой. У меня в данном случае прозрачная такая пленочка. Наклеить на стеклопакет. И вуаля! На моей временной шторке пришита липучка мягкая, такая кучерявенькая. На стеклопакет же мы клеим вторую часть липучки, та, которая жесткая, на которой есть маленькие такие крючки. Я вам скажу, что у такой липучки очень хорошая клеевая основа. Тюль на ней очень хорошо держится. При этом, когда вам они уже не понадобятся, эти шторы, вы можете смело отрывать, и клей не останется на стеклопакете. В своем видео я предложила повесить шторочку на стеклопакет вот сверху вдоль уплотнителя, но вы подали мне еще более гениальную идею укоротить штору, сделать подгибку и протянуть резиночку по низу. Это гениально! Теперь штора получается натянутой и сверху, и снизу. Есть люди, которые переживают за уплотнитель. Я вам скажу, что с ним ничего не происходит. Главное, резинку сильно не натягивать. Я 1,5 месяца тому назад повесила штору таким образом на резиночке. И с уплотнителем пока ничего не случилось. Надеюсь, и не произойдет. Вы все в голос мне рассказывали о том, как можно повесить штору прямо на стекло, используя клей, сделанный из крахмала. Я вам скажу спасибо вам большое, это классная идея. И сейчас я показываю, как я ее сделала. Вы мне дали рецепт: 1 стакан воды плюс 1 большая ложка крахмала. Я почему-то решила, что этого мало, и удвоила количество по рецептуре. Соответственно, 2 стакана воды и 2 ложки крахмала. И мне кажется, что я немножко переварила, потому что это все было похоже на медузы. Я взяла тазик с тепленькой водичкой, перекинула все, что у меня получилось. И когда я все перемешала, в принципе, получился хороший такой состав. И я взяла ткань, которая прямо идеально по размеру, даже не обрабатывала швы. Хотя наверху у меня был обработанный шов, и я поняла, что реально нужно было его срезать. А в основном получилось идеально. Я просто потрясена результатом. Спасибо вам за совет. И как вы утверждаете, ее легко снять со стекла, перестирать, накрахмалить и повесить обратно. Я решила доработать идею шторы, которая висит в открытом окне. Как видите, она вщелкивается за счет канцелярских зажимов в такой пазик. И такая штора висит у меня на балконе, в том месте, где у меня проветривается кот. Я добавила булавку и еще зажимы по низу, чтобы штора не мотылялась от ветра. И хочу рассказать о мини-карнизах. Они же карнизы кафе или заздростки. Может, кто не знал, поэтому обязательно про них рассказываю. У них есть в комплектации такие крепежи, которые позволяют не сверлить окно, а просто приклеить. Это такие прямоугольнички со штыречком посередине. И сзади есть клеевая основа. Я вам скажу, что она очень хорошо держит. И вот таким образом вы одеваете свой карнизик. Он очень удобный, легко его снять и легко повесить. Если у вас есть карниз на трубах и нету колец для того, чтобы пристегнуть вашу тюль или портьеру к нему, вы мне предлагали застегнуть с помощью хомутов. Я скажу, что это очень интересно и просто гениально. Во-первых, при скольжении не травмируется труба. Во-вторых, вы можете снимать
штору вместе с этими хомутами и стирать. А при использовании ничего не звенит, крючки не расстегиваются, ничего не отваливается. Хочу показать, как можно улучшить и украсить какую-то фурнитуру для детских комнат или для кухни. Я взяла люверс, взяла кольцо от деревянного карниза, сняла прищепку, взяла кольцо от кованого карниза, трубы, тоже сняла крокодильчик. Я нашла такую подложечку, она у меня была с-под яблочек, и я втыкаю иголочки таким образом, чтобы люверсы и колечки мои не смещались. И угадайте, для чего я это делаю? Подскажу одно, что вашим детям эта идея понравится. Проверяю, чтобы они не падали, и начинаю раскрашивать так, как я это вижу. Вы же можете раскрасить всегда по-другому, как вам нравится, в той цветовой гамме, которая подходит под комнату, исходя из расцветки вашего текстиля в доме, в комнате, в квартире. И вот что у меня получилось. Надеюсь, вы не сильно будете меня ругать, но нарисовала как умела. Главное, дайте хорошо просохнуть и верните все крючки, зажимы и все, что нужно. Если вам нужно поставить люверс, и вам попалась рыхлая ткань, и под рукой нету специальной клейкой ленты, то после того, как вы вырежете кругляшочек от намеченной линии на 1 мм меньше, пройдитесь по кругу клеевым пистолетом, и это зафиксирует очень хорошо и нити, и сами люверсы, то есть ткань будет держаться крепко, и люверс не упадет. Сейчас я показываю поближе фотографии штор, которые висят на крючках, либо на больших, либо на маленьких. Но вот обратите внимание сейчас на эту фотографию. Там видно, что лента вроде бы собрана на стяжку, но видны крючки, которые установлены в стену. И вы меня спрашивали, как же я их установила, эти крючки, и как одела эту ленту. Сейчас показываю. Это крючок для подхватов, и его мы надеваем за вот эти ниточки, которые находятся на шторной тесьме, и крючок одевается либо за 2 веревочки снизу, либо за 2 веревочки сверху, в зависимости, как вам нужно. Если вам нужно укоротить штору по разным причинам, либо она просто лежит, либо вам уже не нравится, либо перепады в квартире, воспользуйтесь моим методом. То есть я использую 2 типа линейки, но это при случае, если вам хватает ткани по низу на обработку. Сейчас я на голубой ткани показываю, когда есть оверлок, то есть его нежелательно срезать. В этом случае складываем ткани, как показано на экране. Мы уравниваем нашу ткань по боковым срезам, и после этого начинаем переводить перепады с низа наверх. То есть в конечном итоге наши линии, все наши перепады должны быть один в один, только с той разницей, что мы поверху потом все это срежем. Если у вас штора пошита на тесьму, которая для трубы, то когда мы ее растягиваем, получается, она идет по прямой линии. Иногда мне не нравится, что при закрытии окна штора просто натягивается и выглядит скучной, неинтересной. Я придумала, как с помощью длинной скрепки сделать что-то своего рода буфы, и сейчас вы увидите результат. Как видите, я объединила соседние пазики. То есть пазики образуются за счет таких ниточек тоненьких. И это был первый вариант. И сейчас я вам покажу на лицевой стороне, когда мы тянем вот за штору, она в любом случае держит свою форму. И вот эти вот складочки, они всегда на своем месте. Мне второй вариант нравится больше. Я взяла ниточки каждого пазика, разделила на 2 части и соединила скрепкой между собой, так как показано на экране. И когда вы зашториваете окно, складочки образуются одинаковые в одинаковом рапорте. Напишите, пожалуйста, в комментариях,
какой вариант вам понравился больше и сделали бы вы так у себя дома. Когда я оформляю боковинку из тюля, я использую следующую схему. Во-первых, складки вы образуете сразу. Я начинаю собирать где-то на уровне пояса, потом нужно немножко спуститься и подняться обратно вверх. Придерживая за тросик магнита, я вытягиваю основную ткань. У меня все. И на этом лайфхаки не заканчиваются, будут еще другие части, другие серии. Так что не забудьте поставить пальчик вверх, если понравилось видео, подписаться на мой канал, звоните мне в колокольчик. Ну не звоните, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Так что до новых встреч и пока!